Всем привет! Рад вас видеть на своем канале «Анатомия водного пола». И сегодня у нас 6-я тренировка. Сегодня мы с вами рассмотрим такие элементы в водном поло, как ватерпольный кроль, ведение мяча и старт с воды. Также мы узнаем, чем отличается обычный кроль от ватерпольного кроля. На первой тренировке мы с вами учились плавать кролем, и сейчас мы уже с вами готовы узнать, что такое ватерпольный кроль. Чем они отличаются друг от друга. В обычном кроле на груди вся техника оптимизирована под плавание на дорожке, как плавают пловцы на соревнованиях, ну и, соответственно, она максимально для них эффективна. Если вы помните, в первых тренировках я говорил, где ватерполисту стоит остановиться в освоении плавания техники кролем, чтобы в дальнейшем нам это не мешало осваивать именно ватерпольный кроль, который, как вы сами понимаете, оптимизирован максимально под плавание в игровых условиях. То, как мы плаваем в игре, как мы перемещаемся по полю. Основное различие – это длина грибка. У пловцов грибок идет максимально длинный, максимально правильный, и каждое движение выверено. В водном поле же у вас не будет никогда такой возможности, что плыть очень красиво, очень правильно и так далее. В водном поле все у нас рывки короткие, всегда мы стартуем с разных положений. Если в плавании всегда у пловцов все повторяется, это тумбочка, на старт, внимание и поплыли. У нас же ватерполист плывет ровно с того положения, в каком застала его игровая ситуация. Поэтому нам важно уметь плыть с любого положения, правильно стартовать с воды. Мы это тоже с вами сегодня рассмотрим. Правильно набирать скорость. Мы также с вами рассмотрим, потому что у нас нету тумбочки, с которой мы прыгаем. Начальную скорость ватерполист задает себе сам. Ну и теперь обо всем по порядку. Начнем с грибка. Если вы помните из первых уроков, ну и вообще из техники плавания, пловец делает грибок, и у него грибок идет полностью здесь, уходит до таза, дальше идет там пронос, ну и так далее. Вы все это помните, не буду подробно останавливаться. В ватерпольном же кроле у нас нет такого длинного грибка. В чем разница? Пловец начинает грибок здесь, в водном поло в основном все движения происходят вот здесь. Мы плывем примерно в таком диапазоне, то есть как вы видите, где у меня вход. Если сравнить, где у нас вход, где вход у пловцов, где у них выход, здесь, где у нас. То есть движение минимум в половину амплитуды. Для чего это нужно? Во-первых, это позволяет быстро разогнаться. Во-вторых, у нас очень короткие отрезки, и у вас в игре будет не так много места и много возможностей перейти на длинный грибок. Конечно, мы переходим на длинный грибок, есть и такие моменты. Но первое, что вам надо освоить, это работа осуществляется на коротком грибке, и при этом у нас всегда поднята голова. Это очень важно. То есть ватерпольный кроль именно это поднятая голова. То есть пловец плывет, у него голова здесь, ватерполист плывет, у него голова здесь. Соответственно, мы должны видеть, что у нас слева, что у нас прямо, что у нас справа. Мы плывем и все время смотрим по сторонам. Из-за этого у нас будет чуть-чуть с вами, как вы помните и на треджине, чуть-чуть меняться положение корпуса. Если пловцы стремятся к идеальной обтекаемости, у нас это невозможно. Соответственно, у нас должна быть мощнейшая работа ног. Это ошибка номер один. И вообще самое важное, зачем нужно следить, это мощная работа ног. Потому что, когда у нас работают мощно ноги, они нас толкают вперед, руки это подхватывают, и вы плывете, это вам позволяет смотреть по сторонам и развивать максимально быструю скорость. Именно поэтому на первой вам тренировке показал основные упражнения на кроль и сказал, что дальше совершенствовать технику ватерполиста не только не нужно, это трата времени, а также это вам пойдет во вред. Потому что нет нам смысла вырабатывать полностью грибок, каждый его момент, как там идет кисть, как идет все остальное. Это вы только забейте себе лишним голову. Да, это вам даст результат на дорожке. Ваше время на дорожке будет гораздо быстрее, чем если вы будете плавать как ватерполист. Но в игре вам это не даст никакого толку, а мы тренируемся в первую очередь для того, чтобы плавать в игре. А плавание на дорожке для нас это показатель, но все-таки есть на это поправки, есть нюансы, как это все воспринимать. Первое, с чего нам надо с вами начать, это научиться плавать ватерпольным кролем стартом не с воды, а стартом от бортика. Потому что это немножко трудоемкая задача, у вас должна быть мощная работа ног, короткие грибки, и вам будет легче, если вы почувствуете это с момента, когда у вас будет стартовая скорость. Поэтому становимся к бортику, толкаемся, сразу же включаем максимально ноги и подключаем руки на короткий грибок. Проплываем, насколько у вас хватает сил, останавливаемся. И так повторяем несколько раз, пока вы не почувствуете эту скорость и слаженную работу ног, рук и поднятую голову. Вы должны чувствовать, как вы несетесь вперед. Надо понимать сразу, что это плавание спринтерское, это не плавание на длинной дистанции, и тут об какой-то экономичности речи не идет. Теперь самые распространенные ошибки. Первая ошибка – это у нас с вами не короткий грибок, а длинный грибок. Да, вы в водном поло можете увидеть, как люди плывут длинным грибком, но это варианты, это вы с опытом поймете, когда вам переходить на длинный, когда переходить на короткий. Вторая ошибка, когда у нас проваливается полностью корпус и ноги не работают. То есть мы плывем,
ноги у нас внизу, ноги болтаются, и мы плывем на одних руках. Это тоже плохо. Это самая распространенная ошибка, которая может вообще быть. Потому что если еще на короткий грибок ноги переходят, потому что это часто проще на коротком грибке плыть, чем на длинном, то ногами работать тяжело. Потому что ноги у нас мощные, они потребляют много кислорода. И когда у человека ноги не тренированные, работают быстро, человек быстро устает. Соответственно, он выключает эти ноги, корпус у него тонет, и он плывет просто на одних руках, и его скорость падает очень сильно. Следующим этапом, как мы научились плавать ватерпольным кролем, мы можем с вами научиться выполнять ведение мяча. Что нам нужно об этом знать? Техника абсолютно такая же, как у нас при ватерпольном кроле. Это мощная работа ног, короткий грибок. Но тут нюанс, мяч у нас лежит перед собой. Какая обычно самая распространенная ошибка? Это когда человек плывет, и мяч у него болтается от одной руки к другой руке. Когда мы выполняем ведение мяча, мяч у нас лежит перед собой, мы плывем, и та волна, которая идет от нас, она толкает мяч вперед. Мы иногда можем касаться его лицом, головой, но в основном, если вы обратите внимание, мяч лежит перед ватерполистом, и он его особо не трогает. Иногда где-то что-то касается, но основное – это толкает его вода перед ним. И чтобы вода его толкала перед вами, вы должны плыть быстро, у вас должны работать мощно ноги и на коротком грибке руки. Тогда вы будете плыть, и мяч будет лежать перед вами. Если же вы плывете медленно, ноги проваливаются, у вас мяч будет у вас упираться, он у вас будет биться об одну руку, об другую, вы будете на него наплывать, вам будет неудобно, но когда вы плывете, вот я плыву, он у меня перед собой, я все вижу, смотрю вправо-влево, он все время передо мной. Когда играют профессионалы, они даже на мяч никогда не смотрят. Вот, то есть я смогу ходить в сторону, брать мяч и так далее. Мы это все рассмотрим в следующих тренировках. С чего нам начать как первое упражнение? Берем мяч, становимся к бортику, как плаваем с доской ноги кроль, стартуем, вытягиваемся, включаем мощную работу ног. После мы отпускаем руки и переходим на ватерпольный кроль и плывем перед собой. Наша задача проплыть максимально ровно, чтобы мяч у нас не улетал ни вправо, ни влево, мы на него не наплывали. И чтобы мы почувствовали ту волну, которую мы создаем и которая толкает мяч. Еще раз. Встали к бортику, взяли мяч для руки, оттолкнулись, включили ноги, мощно работаем ногами, потихоньку убираем руки и начинаем грести. И левый, правый на коротком грибке, и насколько у нас хватило сил. Основные ошибки здесь ровно те же самые, что и при ватерпольном кроле. Слабая работа ног, это очень длинный грибок, это провал корпуса. И здесь у нас еще добавляется бонусом, это не пинать мяч правой рукой, левой рукой, а стараться вести его именно волной перед вами. Сейчас мы уже умеем плавать ватерпольным кролем, мы умеем выполнять ведение мяча. И следующим этапом, мы же с вами ватерполисты, у нас в игре не будет бортика, от которого мы сейчас толкались. Нам надо научиться выполнять старт с воды. Как он выполняется? Мы уже на прошлых тренировках с вами проходили работу ног попеременно, мы проходили и ноги одновременно, и триэджин мы проходили. Сейчас это все у нас объединится в один навык, и с помощью них мы будем выполнять старт с воды. Первое, что мы делаем, ложимся на воду, руки у нас работают перед собой, ноги работают здесь попеременно. Наша с вами задача: стоим, сжались как пружина, ноги работают, делаем жим вперед, вытягиваемся, резко включаем ноги, и после того, как мы вытянулись, ноги заработали, подключаем и поплыли. Что здесь важно? Еще раз показываю. Лежим, сжались как пружина, ноги поджимаем, делаем, как на триэджине мы делали грибки, вспоминаем, раз, два. Здесь движение такое же. Ноги попеременно, поджали, старт, раз, вытянулись. Именно важно на старте потянуться вперед. И в этот момент, когда мы вытягиваем ноги, наша задача ноги, когда выпрямились, не провалить их, а сразу же включаем ноги кроль, и они нас подхватывают. Раз, ноги кроль, и подключаем руки. И еще раз выполняем. Ноги работают попеременно, подтягиваем таз к себе, сжимаемся как пружина, делаем толчок ногами одновременно, жим вперед и вытягиваем левую руку, тянемся. И когда начинаем тянуться, подключаем, после того, как у нас ноги выпрямились, подключаем мощную работу ног и переходим на короткий грибок с поднятой головой. И важно еще одно различие между ватерпольным кролем, стартом с воды и тем, как плавают пловцы. У пловцов, я ему говорил, есть начальная скорость, то есть они толкнулись от тумбочки, пошли в воду, и с этой скоростью они начинают работать. Мы же скорость создаем сами. Поэтому первое, это наше то, что мы поработали ногами, толкнулись вперед. И дальше, как набираем скорость? Наш грибок должен быть максимально вначале короткий,
И поэтому потихонечку, по мере нарастания нашей скорости, он становится длиннее. Потому что если сразу мы с вами перейдем на длинный грибок, это будет неэффективно. Тут принцип похож, как мы едем на велосипеде. То есть у нас вначале маленькая шестеренка, потом она переключается на большую шестеренку. И так больше по мере нарастания скорости. Кто ездил, тот знает, если вы поставите сразу максимальную скорость, самую большую шестеренку, то вы стартанете и поедете очень-очень медленно. Здесь же смысл такой же. Стартуем, короткий грибок, длиннее, и переходим уже на максимально длинный, который возможен. Но, как правило, водное поло, на этом у вас уже закончится дистанция, и вы уже будете заниматься какими-то другими делами, нежели плаванием. Старт с воды также выполняется, основные положения, это когда мы стоим прямо. Также, если вы правша, это обычно будет с левого бока, если левша с правого бока. Подробно на этом останавливаться не буду, смысл абсолютно такой же, просто чтобы вы знали, что не только прямо, а справа, слева. Плюс еще есть там другие варианты, когда ногами вперед стартуем, но это уже потом. Сейчас мы рассмотрели самые основные моменты. Какие распространенные ошибки? Первая, самая распространенная ошибка – это мы не делаем мощный жим. Представьте, что у вас жим ногами первый – это как толчок у пловца от бортика. Чем мощнее вы толкнетесь, тем сильнее ваша будет начальная скорость. Тем проще вам будет себя разогнать. Второй момент. После того, как вы оттолкнулись, вы создали скорость, вы проваливаете ноги и не подхватываете эту скорость. Это примерно то же самое, что если бы пловец прыгнул с тумбочки и сразу бы расслабился и пошел ко дну. И потом бы только начал бы всплывать и работать. Нет, он прыгает, он подхватывает максимально эту скорость, ее развивает и потом начинает плыть. Здесь принцип такой же. Толкнулись, развили эту скорость, включаем сразу же, как только ваши ноги вытянулись, сразу же их включаем, они начинают мощно работать, и потом мы только подхватываем руками. Создали скорость, поддержали ее и развили, и дальше мы ее развиваем. Поэтому самая грубая ошибка будет это после старта не включить ноги. Про положение корпуса при старте с воды это мы поняли, это мы лежим на воде. Тоже сильное внимание на этом заострять не будем, потому что в игре у вас никогда не будет идеального положения, вы все время будете стартовать. То стоя, то с левого бока, то справа, то со спины, то вас поймает судья на переходе где-нибудь там на развороте. Идеальных условий для старта у вас никогда не будет. Но первое, что должны помнить, это группировка, жим, ноги и подхватываем руками. И все у вас будет отлично. И последнее, чему нам осталось научиться, это старт с воды с мячом. Тут все просто, если вы уже научились всему поэтапно, что я показывал до, то вам не составит труда. Также берем мяч, если вы правша, в правую руку. Также ложимся на воду, все то же самое. Сжимаемся, толкаемся, ноги подхватывают, грибок, кладем мяч перед собой, отпускаем его и плывем. На этом мы сегодня с вами закончим нашу тренировку. Этот момент очень важный, который мы сегодня изучили. В этом, казалось бы, простом элементе ошибки допускают постоянно, как и новички, как и младшие юноши, средние юноши. Часто не могут выполнять нормальное ведение мяча и плавать ватерпольным кролем. А также старт с воды, у многих есть с этим ошибки. Ну и на этом я сегодня с вами прощаюсь. Выполняйте все эти упражнения в том порядке, как я вам показал. Если вы что-то пропустили, переходите к нашим прошлым тренировкам. И на этом все. Всем пока.